В этом видео мы разберем, как правильно сделать планировку кухни так, чтобы потом ничего не переделывать и не жалеть о вложенных средствах и времени. Ведь на сегодняшний день это весьма значительные затраты. Мы уже много раз касались темы кухонь, разбирали дизайн, материалы, сочетание цветов и так далее, но все это теряет смысл, если при планировании кухни не учесть основу основ дизайна — пространственно-планировочное решение. Всем привет, с вами Майкл Мора Дизайн, и если вы здесь впервые, то обязательно подпишитесь и нажмите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ведь именно после выхода новых видео в течение первого часа я отвечаю на ваши вопросы в комментариях. В нашей студии мы склонны рассматривать кухню не как отдельное помещение, а как целую многофункциональную систему. Здесь мы и готовим пищу, и храним продукты, и проводим время с семьей или друзьями, ну и непосредственно едим. Таким образом, получается, что кухня предусматривает решение целого ряда житейских задач. Все это так или иначе влечет за собой целый ряд вопросов. Размещение и использование бытовой техники, кухонной мебели, организация столовой группы и другие вопросы. Решение этих задач должно быть структурированным, продуманным и логически обоснованным. То, чем я хочу с вами поделиться, знает мало кто из дизайнеров, проектировщиков кухонь, а уж тем более из ряда простых обывателей. Жил-да-был некий Эрнст Нойферт в Германии в начале прошлого века. Был он одним из самых успешных выпускников Баухауса. А кто не знает, это такая школа дизайна, основанная все в той же Германии. Так вот, этот самый господин Нойферт в 1936 году опубликовал книгу «Строительное проектирование». Книга имела огромный успех за пределами самой Германии, и многое из того, что в ней было написано, да, наверное, практически все, легло в основу эргономики. По сути, он создал настольную книгу архитектора, которой, к сожалению, не очень многие пользуются сегодня. Собственно, те данные, которыми я хочу с вами поделиться, взяты именно из этой книги. Итак, кухня несет в себе следующие функции. Хранение. Сюда мы относим хранение свежих и замороженных, сухих и сыпучих продуктов, различные кастрюли, сковородки и бытовые электроприборы. По Нойферту хранение занимает порядка 20% времени использования кухни. Подготовка продуктов к готовке, то есть нарезка, фарширование, приготовление теста и все, что с этим связано, занимает около 25% времени использования кухни. Все эти виды деятельности мы производим на рабочих поверхностях. Мытье посуды занимает около 20% времени, и здесь я бы хотел отметить следующее. Когда Нойферт писал свою книгу, посудомоечных машин еще не было, поэтому за основу бралась мойка посуды вручную. Сегодня посудомойка есть практически в каждой квартире, и это, с одной стороны, снижает время мойки непосредственно вручную, но, с другой стороны, функция эта никуда не делась. Непосредственно приготовление пищи занимает порядка 20% времени. А вот прием пищи, как бы парадоксально это ни звучало, занимает всего 15% от общего времени использования кухни. Остальные проценты размазались по вышеперечисленным функциям, где-то у кого-то больше, у кого-то меньше. Отсюда вытекает следующее. Как правило, когда мы думаем о том, какая у нас будет кухня, мы в первую очередь думаем о том, как мы будем всей семьей сидеть за большим красивым столом, хотя по факту, с учетом современных реалий и темпа жизни, это происходит достаточно редко, и если ваша кухня не обладает большим количеством свободного пространства, то подумать в первую очередь логичнее было бы о другом. О чем? Перемотайте видео на пару минут назад и подумайте, что именно для вас является приоритетом в использовании кухни. Поэтому своим заказчикам я всегда задаю наводящие вопросы об образе жизни, для того, чтобы за них решить эту непростую задачу. Исходя из всего вышесказанного, мы должны понимать, что и логика организации кухонного гарнитура должна выстраиваться с учетом этих значений. Но все индивидуально. Кто-то много готовит дома, а кто-то наоборот, дома практически не ест. Все это необходимо учитывать при проектировании кухни. А вы задумывались над тем, что вилки или тарелки на вашей кухне с вами уже несколько лет, и, скорее всего, они куплены по принципу «взять, чтобы было, а потом куплю получше». Может быть, пришло время обновить сервировку? Все-таки вы пользуетесь этими предметами минимум по 3 раза в день, но только хорошие приборы будут радовать вас каждый день своим качеством и дизайном. Я подготовил для вас подборку идеальных предметов для кухни в описании под видео.
Удобство использования кухни напрямую зависит от вектора перемещения продуктов, начиная с того момента, как они попали в вашу квартиру и заканчивая тем, как они оказались у вас на тарелке. Выглядит все примерно так. Вы приходите домой с пакетами из супермаркета в двух руках. А мы сейчас намеренно опустим момент, как вы пришли домой, разулись, сняли верхнюю одежду, и вот вы проходите в кухню, пакеты вам нужно разгрузить, чтобы выложить продукты в места их хранения. А это холодильник и шкафчики для хранения сыпучих продуктов. Но и сами пакеты было бы неплохо куда-то еще поставить, так из них будет удобнее доставать ваши покупки. Поэтому логично было бы предположить, что сразу у входа в кухню должен стоять холодильник, а рядом с ним рабочая поверхность. Далее из холодильника продукты попадают в зону подготовки к приготовлению. Это у нас мойка. Кстати, здесь она несет двойную функцию, помимо непосредственно мытья посуды. И на всю ту же рабочую поверхность. Ее вы в данном случае используете как некую буферную зону. То есть вы достали из холодильника, освободили от упаковки, помыли, порезали. После этого уже непосредственно в зону готовки, то есть на плиту или в духовку. Причем в идеале буферные зоны необходимы между каждыми функциональными зонами. С ролью буферных зон отлично справляются рабочие поверхности. Ну и после готовки ваш шедевр выкладывается на тарелки и подается в зону приема пищи. Поэтому делать столовую группу в каком-то другом помещении — это не совсем логично с точки зрения построения оптимального вектора движения. Другими словами, можно сказать так: на кухне всегда все должно быть под рукой. А теперь давайте вспомним тех самых британских ученых, которые уже много всего доказали. Так вот, с точки зрения максимально эффективного и рационального использования кухни, наиболее правильным будет выстраивать компоновку кухонного гарнитура, исходя из правила рабочего треугольника. Конечно же, с учетом всего вышеперечисленного. Смысл рабочего треугольника состоит в том, что вся компоновка строится между следующими элементами. Это холодильник, плита и мойка. Причем расстояние между этими элементами не должно превышать 1,5 метра и быть не менее 800 миллиметров. Это уже не из Нойферта, а из моего личного опыта. Хотя возникает ряд неудобств, но в жизни часто так бывает, что для решения приоритетных задач приходится жертвовать чем-то менее значимым. Сделать так, чтобы всегда все было идеально, иногда не представляется возможным. Используя принцип рабочего треугольника, вы как бы находитесь в эпицентре событий, затрачивая минимум времени на перемещение по кухне, занимаясь приготовлением очередного кулинарного шедевра. Использование данного принципа возможно при следующих компоновках кухонного гарнитура. Двухрядная. При такой компоновке логично было бы поставить холодильник здесь, поддержать его зонами для хранения, мойку и плиту поставить здесь и максимально разгрузить рабочие поверхности между ними. Такой вариант можно использовать, когда у вас достаточно места и сама кухня является исключительным местом приготовления пищи. Для стандартных квартир эту компоновку тоже можно применять, если вас не слишком пугает перспектива проделать несколько десятков дополнительных шагов в день. Хотя британские ученые говорят, что ходить полезно. П-образная кухня. По сути, это та же самая двухрядная кухня, соединенная между собой. Это отличный вариант для тех, кому нужна по-настоящему функциональная рабочая кухня, так как позволяет сделать дополнительные рабочие зоны. При таком варианте нужно понимать, что появляются углы, и для того, чтобы была возможность сделать их по-настоящему функциональными, необходимо будет потратить несколько больше денег, чем, возможно, вы планировали в самом начале. И еще одна проблема, которая может возникнуть, это окно, так как высота подоконника редко бывает на одном уровне с высотой кухни. Ну и решение вопроса с радиатором. На эту тему придется сделать отдельное видео. Ну и Г-образная кухня. Если же у вас нет возможности использовать ни один из перечисленных вариантов, а получается только линейное расположение кухни, то логичнее всего компоновку будет организовать следующим образом. Холодильник расположите максимально близко ко входу для того, чтобы не тащить пакеты в конец кухни. После холодильника рабочая поверхность, которая одновременно будет служить и буферной зоной для сортировки продуктов и для готовки. Далее идет мойка, так как продукты из холодильника будут быстрее в нее попадать для помывки или разморозки. Потом опять рабочая поверхность, которая заодно и буферная зона между мойкой и варочной панелью. Ну и, собственно, варочная панель. Закончить кухню было бы логично пеналом с установленными в него духовым шкафом и СВЧ на уровне груди.
Это наиболее комфортное расположение для этой бытовой техники. При всем при этом очень важно учитывать следующее. Чтобы холодильник нормально открывался и вы могли выдвигать ящики и переставлять полки между холодильником и стеной, должна быть установлена фальшпланка в 100 мм для нормального открывания двери, ну или хотя бы оставлен зазор. Там потом можно будет хранить пакет с пакетами. Рабочие поверхности не должны быть менее 600 мм. На меньших будет просто очень неудобно готовить. Комфортный вариант — это 800 мм. Между плитой и стеной, в зависимости от интенсивности использования кухни, должна быть буферная зона от 150 до 300 мм. Отдельно хочу сказать про кухонный остров. Это отличная возможность увеличить функциональность вашей кухни минимум на 25% и превратить линейное расположение в двухрядное. Также такое решение имеет ряд преимуществ и с точки зрения дизайна и визуального восприятия. Поэтому, если есть возможность и финансы, то обязательно воспользуйтесь ими. Только после того, как у вас готов примерный план кухни, можно подумать и о расположении розеток и выключателей. Розетками должна быть снабжена каждая единица бытовой техники. Отметьте их у себя на плане. Также каждый бытовой прибор должен иметь свой автомат в электрощите, иначе при поломке вы имеете шанс лишиться бесплатного гарантийного обслуживания. Информацию о том, где лучше всего установить розетки для бытовой техники, можно найти в интернете, а можно получить в салоне кухонь непосредственно от менеджера. Это будет более правильный вариант для того, чтобы избежать ошибок. Подумайте о том, какая еще бытовая техника имеет перспективу появиться на вашей кухне. Это будет влиять на то, нужно ли будет дополнительно устанавливать розетки. Также необходимо установить розетки над каждой рабочей поверхностью. Оптимальная высота для них 1000-1100 мм от чистого пола. Вместо выключателя на кухне я вам рекомендую установить проходной переключатель, для того, чтобы у вас была возможность включить свет на кухне, находясь в коридоре, занести пакеты в уже освещенную кухню. А выключить свет вы могли, уходя из кухни, а не идти в прихожую, чтобы выключить свет. Также обязательно установите освещение рабочих зон. Это уже вопрос безопасности. Напоминаю вам про ссылку на мою подборку в описании. Обязательно посмотрите. Помните об этих правилах проектирования, и да пребудет с вами дизайн.